Сегодня готовим рыбу в духовке. Рецепт очень простой, рыбка будет сочной. Обещаю, вам понравится. Всем привет, меня зовут Мария Мироневич. Начинаем готовить. Наливаю на сковородку 2 столовые ложки растительного масла и оставляю нагреваться на среднем огне. 7 маленьких морковок, это 400 грамм, нарезаю на вот такие кружочки или даже можно сказать овалы. Ломтики моркови отправляем в разогретое масло. Морковку немного перчу, у меня смесь перцев, и оставляю пассероваться на среднем огне. Я взяла 6 луковиц, нарезаю их на достаточно крупные ломтики. Будет очень сочно. Отправляю лук к морковке. Вот так много у нас получается овощей. Но чем их больше, тем вкуснее, полезнее и, конечно, сочнее. Теперь нам нужно перемешать морковку с луком и оставить пассероваться на среднем огне 5 минут. На крупной терке натираю сыр гауда. У меня его 100 граммов. Сыр я уже отправила в мисочку для приготовления соуса. Добавляю 300 граммов йогурта, у меня он жирности 2,8. Добавляю чайную ложечку горчицы, чайную ложку лимонного сока, немного перчу, у меня смесь перцев, присаливаю по вкусу. Теперь просто перемешиваем наш сырный соус для рыбки. 5 минут прошло, лучок уже начал золотиться. Теперь убавляю огонь до минимального и накрываю крышкой на 2 минуты для того, чтобы овощи стали мягкими. У меня 3 рыбки, это скумбрия, я ее уже разморозила, она без головы и выпотрошена, каждая рыбка около 300 граммов. И рыбку я разрезаю пополам, для того, чтобы кусочки получились сочными, делаем их более крупными. И каждую рыбку таким образом разрезаю на половинки. Рыбку солю сразу на доске, немного ее присыпаю солью и натираю аккуратно со всех сторон. Пока я подготавливала рыбку, лук с морковкой уже готовы отправиться в форму для запекания. На самое дно отправляем их, масло не нужно, потому что мы лук и морковь обжаривали на масле. Форма для запекания у меня 25 на 35 сантиметров. Следом в форму для запекания отправляю наш сочный, вкусный и ароматный соус для рыбки. Соус равномерно распределяю, или почти равномерно распределяю по поверхности овощей, чтобы они все были покрыты вкусным соусом. Кусочки рыбки отправляю на наши овощи с соусом. Теперь, когда все уже почти готово, накрываю рыбку с овощами фольгой, аккуратно подворачиваю. Отправляю рыбку в разогретую до 200 градусов духовку. 20 минут прошло. Самое время снять фольгу. Только посмотрите, как аппетитно выглядит рыбка. Теперь отправляю в духовку без фольги, для того, чтобы рыбка доготовилась и получилась аппетитная корочка на соусе. Прошло 10 минут. Достаем нашу красавицу рыбку из духовки. Еще 2 минутки я готовила на конвекции для того, чтобы рыбка подрумянилась. Просто посмотрите, как аппетитно она выглядит. Все по этому рецепту просто полюбят рыбу. Такой рецепт – то, что нужно для вкусного ужина с рыбкой. Благодаря тому, что мы рыбку нарезали на половинки, ее очень просто достать из нашей формы для запекания. И теперь рыбку вместе с овощным гарниром, сочным овощным гарниром и соусом отправляем на тарелочку. Невероятный аромат. Казалось бы, мы использовали самые простые и доступные лук и морковку, а получается очень вкусно и необычно благодаря вкусному соусу. Рыбка выглядит так аппетитно, что так и хочется отломить кусочек. Обратите внимание, она полностью готова и при этом она блестит. То есть рыбка абсолютно не сухая, она сочнейшая. И, конечно, к такой рыбке наколем лук и морковку, и вот вкусный, красивый и, самое главное, простой в приготовлении ужин радует уже всю вашу семью. Обязательно попробуйте приготовить рыбку по этому рецепту, вы останетесь довольны.
приятного аппетита! Вот такой простой и вкусный рецепт сочной рыбки теперь в вашей копилочке. Если вам понравилось видео и рецепт, поставьте лайк, оцените, пожалуйста, нашу работу. Конечно, подписывайтесь на канал. Впереди много классных, вкусных видео. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и, конечно, только сочной рыбки.